Как и майя, среди которых хопи когда-то жили и с которыми позже вели торговлю, хопи представляют себе циклы времени как мировые эпохи. В отличие от майя, хопи редко указывают конкретные даты смещения этих эпох. Говорят, что майя были хозяевами времени, тогда как хопи – хозяевами пространства. Согласно хопи, существовало 4 мира. 3 из них были разрушены, и 4 находится под нашими ногами. Каждый мир был разрушен, когда человечество потеряло баланс с природой. Хопи верят, что мы пережили 3 предыдущих мировых катаклизма. Первый мир был уничтожен огнем, кометой, ударом астероида или несколькими извержениями вулканов. Второй мир был уничтожен льдом, великим ледниковым периодом. Третий мир был разрушен огромным потопом, о котором рассказывают многие культуры по всему миру. Эти 3 глобальных разрушения стали результатом не просто случайных земных изменений или астрофизических явлений, а пренебрежением человечества как к Матери Земле, так и к духовным велениям Творца. Иными словами, катаклизмы в мире природы причинно-следственно связаны с коллективными проступками или негативными действиями человечества. Достигли ли мы конца 4 мира в пророчестве Хопи? Многие духовные старейшины Хопи утверждают, что мы живем в последние дни 4 мира. На протяжении более 60 лет разные Хопи предсказывали различные изменения на Земле, которые предвещают завершение нынешней эпохи и наступление 5 мира. В 1970 году Дан Качонгва, вождь клана Солнца из деревни Хоте-Вилла, умерший в возрасте 112 лет, говорил об ухудшении условий нашего времени. У нас есть учения и пророчества, сообщающие нам, что мы должны быть бдительны к знакам и предзнаменованиям, которые появятся, чтобы дать нам мужество и силу стоять на наших убеждениях. Кровь будет литься, наши волосы и одежды будут разбросаны по земле. Природа заговорит с нами своим могучим дыханием ветра. Будут землетрясения и наводнения, вызывающие великие бедствия, смена времен года и погоды, исчезновение диких животных и голод в различных формах. Во всем мире начнется постепенная коррупция и смятение среди лидеров и людей, а войны будут возникать, как сильные ветры. Все это было запланировано с самого начала творения. Другой духовный старец Дэвид Монанье предупреждал: когда землетрясения, наводнения, град, засуха и голод станут жизнью каждого дня, тогда наступит время либо вернуться на истинный путь, либо пойти зигзагообразным путем. Зигзагообразный путь относится к линии, найденной на скале пророчества, панели петроглифов, наскальных рисунков предков Хопи в Северной Аризоне. Зигзаг – это верхняя из 2 параллельных линий. Предположительно, она представляет собой путь двуглавого сердца, которое сеет хаос на нашей Матери Земле и живет вопреки экологическим принципам и законам природы. Верхний путь оторван от мира природы и представляет собой то, что Хопи называют мир вне равновесия или жизнь в моральном разложении и беспорядке. Нижняя линия, напротив,
Это путь односердечных, которые близки к почве и выращиванию сельскохозяйственных культур, то есть придерживаются истинного пути Хопи. Нижний путь, уходящий корнями в земные ритмы, находит утешение и духовную подпитку в природе, в солнечном свете. Это жизнь в соответствии с Творцом или Великим Духом. Признаки того, что четвертый мир сворачивается. Некоторые другие предсказания, обнародованные различными старейшинами Хопи в XX веке, включают в себя возможность гибели четвертого мира. Они связаны со все более неустойчивым климатом и несколькими конкретными сигналами или признаками социального и политического дисбаланса. Среди пророчествуемых земных изменений – землетрясения, цунами, ураганы, торнадо, рекордные наводнения, лесные пожары, засухи и голод. Хопи продолжают проводить ряд ежегодных священных ритуалов в рамках своего церемониального цикла, чтобы поддерживать в равновесии не только себя, но и весь мир. У Хопи не было письменности, только сакральные символы и устная традиция. Для них каждое слово было живым, которое пробуждалось во время качино-церемонии. Во время этих церемоний старейшины говорили о времени, когда нарушится баланс и человечество забудет о священности земли и начнет придавать ей форму для скорости, а не ради духа. Пророчество Хопи включает в себя то, что люди будут ездить в безлошадных повозках по черным лентам. Пророчество предупреждало, когда человек начнет ходить по дороге, которую сам проложил, он забудет, как ходить по земле. На древних пиктограммах изображены спиральные линии, дороги, извивающиеся к горизонту и заканчивающиеся у фигур, похожих на машины. Кроме того, воздушные транспортные средства будут ездить по дорогам в небесах. Это дорожки в небе, либо пагубные химтрейлы. Хопи также заявили, что один из последних признаков будет то, что люди будут жить в небе. Речь идет о Международной космической станции. Хопи также предполагали ряд технологических изменений, которые станут сигналом к концу четвертого мира и наступления пятого мира, когда человечество будет жить в гармонии с живой землей. Далее пророчество предупреждало: когда люди построят дороги на небе, земля сотрясется, и огонь солнца обрушится на нее. Эти слова воспринимались как аллегория, но когда наступил 1945 год, то земля содрогнулась, и огонь обрушился на землю и сжег ее дотла. Огонь солнца сойдет на землю, говорится в пророчестве. Задолго до того, как это произошло, старейшины говорили, что на землю упадут тыква пепла о круглом сосуде, который, если уронить его с неба, сожжет землю. Это, конечно, относится к ядерным взрывам, в том числе в Хиросиме и Нагасаки, а также испытаниям ядерных взрывов на полигонах в США и в других странах, также испытаниям водородных бомб. Хопи верили, что Священный Дух дал человечеству священные знания не для доминирования, а для поддержания гармонии. Но когда эти знания превратились в оружие, равновесие нарушилось. После Хиросимы и Нагасаки старейшины сказали, что пророчество сбылось.
Это ознаменует начало конца четвертого мира, в котором мы живем. Это пророчество действительно осуществилось на той самой Земле, когда была создана атомная бомба. Старейшины описали это как духовный переломный момент, когда баланс между созданием и разрушением рухнул. Два пути для человечества. Мир вступил в стадию очищения. Настало время огня. Старейшины сказали: из этого огня возникнут два пути. Один – обновление, другой – разрушение. Хопи называли это выбором миров. После окончания эпохи огня человечеству будет предоставлен последний выбор – жить в равновесии с землей или сгореть вместе с ней. Хопи считали, что даже разрушение служит определенной цели, расчищая путь для чего-то чистого. Как и во всех пророчествах Хопи, за буквальным смыслом скрывается более глубокий смысл. Из дыма и разрушения появится новая фигура, облаченная в красное, которая придет, когда четвертый мир будет на грани разрушения. Это символ возвращения гармонии, мудрости и обновления, восстановления баланса между мужским и женским, светом и тьмой, интеллектом и сердцем. Когда человечество отвергнет и не примет его, то наступит разрушение. Возможно, посланник – это символ пробуждения духовного начала человечества, коллективного пробуждения. Мы должны помнить, что пророчества Хопи были сделаны столетия или, возможно, тысячелетия назад. Эти тревожные комментарии к нынешнему положению дел в мире просто передавались из поколения в поколение через устную традицию Хопи. При этом в них было внесено очень мало изменений. Старейшины Хопи также предвидели многочисленные социальные изменения. Они говорили, что делегаты Хопи 4 раза отправятся в дом Мика, это здание ООН в Нью-Йорке, но каждый раз их мольбы о мире будут проигнорированы. Социально-консервативная культура Хопи также верила, что о конце четвертого мира будут сигнализировать то, что женщины начнут носить мужскую одежду. Циклы времени Хопи. Хопи видели время не как прямую линию, они верили, что время циклично. То, что уже случилось, будет повторяться до тех пор, пока человечество не вспомнит гармонию. В их космологии каждая эпоха или мир разрушаются, когда человек забывает, как жить в равновесии с творением. Когда круг заканчивается, начинается новый. Они принимали это как часть священного цикла, пульс Земли, чтобы напомнить человеку о том, кто он есть. Человечество стоит перед выбором принять решение, восстановить баланс, пока не стало слишком поздно. Вестник придет, чтобы напомнить о том, что было забыто. Согласно Хопи, конец эпохи или мира будет определяться памятью, когда человечество вспомнит, кто они такие, и священную связь между ними и землей. Цикл может начаться заново. Хопи описали это как физическое и духовное очищение, когда человечество достигнет предела своего высокомерия. О цикличности миров говорится в разных древних культурах. Майя говорили о конце одного солнца и рождении нового, как обновлении сознания. В древнеиндийских текстах говорится о Кали-юге, темный век дисбаланса, за которым следует новый век, которому соответствует рост сознания человечества.
Это все является фрагментами универсальной истины, древних знаний. На нашем канале вы можете смотреть видео о конце Кали-юги. Старейшины Хопи говорили: причинять вред земле значит наносить вред себе. Исцелить землю значит вспомнить себя. Но как в любом пророчестве есть выбор. Если люди вспомнят священный путь, то буря очистит, а не разрушит. Мы созданы не для того, чтобы править землей, а жить в гармонии с ней. Вспомнит ли человечество священный путь, путь к равновесию? Когда Хопи говорят о ноябре 2025 года, они говорят не о разрушении, но периоде пробуждения, когда энергия Земли, расположение звезд и сознание человечества соединяются в одной точке трансформации. Редкое расположение планет 20-25 ноября, усиление солнечных бурь, смещение магнитных полей. Земля живая и отзывчивая к человеческому сердцу. Когда повышаются вибрации Земли, то повышается и сознание человечества. Это резонанс. Сознание и материя не разделены и являются двумя сторонами одной медали. По мере повышения вибраций завеса между физическим и духовным миром становится тоньше. По мере того, как планета очищается и душа. Старейшины говорят: внешние бури отражают внутренние бури. Пока не обретется внутренний покой, хаос будет продолжаться снаружи. Старейшины говорят: Земля прислушивается во время перемен. То, что она слышит от человечества, определит, насколько мягко она проснется. И, возможно, она уже прислушивается. Пульс четвертого мира затихает, а пятый начинает пробуждаться. Для каждого мира, который заканчивается, небо подает знак, звезду, бурю. Хопи называют это качино. Хопи говорят о двух звездах, которые появятся в небе перед великим очищением. Красная звезда Качино – предвестница очищения, и голубая звезда Качино – знак приближения пятого мира. Когда она появится в небе, начнется великое очищение. Человечество стоит на пороге выбора, которого невозможно избежать. Эта яркая звезда видна всем и танцует в небе. Для Хопи это дух, одушевленное существо, которое движется по небесам с определенной целью. Это не просто звезда, это зеркало, которое отражает, кто мы есть. Человечество разделится на два пути. Один путь – жизнь в гармонии с землей и равновесии. Другой путь – смерть, хаос и разрушение. Выбор – либо мы вернемся к равновесию, либо к огню очищения. Этот посланник напоминает нам, что нарушено равновесие. Сейчас широко обсуждается мнение, что эта голубая звезда Качино, возможно, кометы, светящиеся синим светом из-за ионизированного газа. Глубокий смысл синего Качино – не разрушение, а выбор. Таким образом, человечество сейчас стоит перед выбором – восстановить баланс, пока не стало слишком поздно. Согласно Хопи, когда человечество вспомнит, кто они такие, и восстановит священную связь между ними и землей, цикл может начаться заново. Либо человечество пойдет по пути разрушения через огонь, пожары и войны. Для Хопи огонь – это очищение, чтобы из пепла разрушенного четвертого мира появился пятый мир, который будет жить в гармонии с живой землей и всем творением.
Вспомнит ли человечество священный путь, путь к равновесию?